Друзья, всем привет! Сегодня сделаем полезную самоделку для тех, у кого есть частный дом или дача. У меня есть вот такая ржавая и уже прогнившая 200-литровая бочка, которую можно смело сдавать на металлолом. Но она пойдет в дело и принесет еще немного пользы. Также в наличии имеется вот такое железное ведро. Не знаю, что в нем было, но я забрал его на металлоломе. Оно тоже будет участвовать в этой самоделке. Бочка у меня вот с такой съемной крышкой, а так как основные работы будут проходить с крышкой от бочки и с ведром, то беру все это дело в мастерскую и буду работать там. А так как все в видео будет понятно, размеры в самоделке все произвольные, то комментировать особо нечего. Просто посмотрите это коротенькое видео с процессом изготовления до конца. Я постарался максимально все моменты ускорить, чтобы было не скучно смотреть. Всем приятного просмотра! А получилась вот такая бочка для сжигания различного хлама. Я буду сжигать гнилые трухлявые деревяшки. Образовалась уже такая куча, сжигать особо негде, да и толку от них мало. Бани у меня нет, и никто такое не забирает. Просто сжигать, накидывая все это в кучу, опасно, да и нельзя по новым законам. В простой бочке этот хлам горит плохо и полностью не прогорает. Да и бочка очень сильно нагревается. А вот в таком варианте ведро в бочке куча преимуществ.
А именно, кислород лучше поступает к месту сгорания деревяшек, и, как следствие, даже самые сырые и гнилые отходы отлично сгорают. И все это практически без дыма. Из-за двойной стенки бочка так сильно уже не нагревается, и, соответственно, работать с ней не так опасно. Часть золы проваливается через отверстие на дно бочки, а часть остается в ведре. После полного прогорания и остывания крышка с ведром легко снимается, и остатки легко пересыпаются, например, в бочку. А далее эту золу можно использовать как удобрение в огороде. Также я планирую в этой бочке сжечь сухую и не очень траву, которая у меня соберется после уборки на участке. Друзья, вот такая самоделка получилась. Если она вам понравилась, то ставьте лайки, а в комментариях напишите, что можно убрать, что добавить и что это может изменить в конечном итоге. Всем, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. Подписывайтесь, друзья, и жмите на колокольчик, так вы не будете пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.